каким образом реализовать систему теплый пол в двухэтажном доме. Сейчас вы видите небольшой план двухэтажного дома, я взял его для примера, и в первую очередь нам нужно понять, каким образом разместить и то или иное оборудование для того, чтобы сделать схему развязки. Итак, на первом этаже у нас располагается котельная, где у нас будет установлен двухконтурный котел настенный, турбированный, где уже имеется и насос, и расширительный бак, поэтому дополнительно к этому ничего не надо будет нам приобретать. Ну, где-нибудь разместим вот в этом месте в котельной, пускай будет. И дальше нам нужно, чтобы у нас был теплый пол и на первом, и на втором этаже. Итак, для того, чтобы нам это реализовать, нам нужно понять, как нам эффективно расположить свои коллекторные шкафы, как на первом, так и на втором этаже. Сами понимаете, что коллекторные шкафы должны располагаться в таком месте, чтобы до них все петли теплого пола располагались равномерно. Поэтому здесь желательно его размещать как-то посередине. Ну, предположим, вот если взять первый этаж, здесь у нас гостиница, кухня, столовая, прихожая и туалет. Я так думаю, что эффективно разместить его либо вот в этом месте, либо вот в этом месте. Ну, так как на туалет нам понадобится небольшая петля, так как там места мало, то же самое прихожая. И здесь у нас лестничный марш. У нас самые большие площади, это получается гостиная и кухня-столовая. Опять же, из своего опыта я бы поставил один коллекторный шкаф вот в этом месте, чтобы он никому не мешал. И отсюда уже нам легче будет раскидывать петли как на гостиницу. Вот таким образом у нас зайдет через стенку, у нас зайдет на кухню теплый пол. Ну и то же самое здесь у нас получится прихожая, и может быть этой же петлей я и зацепил бы туалет. Котельную я не беру, в принципе, здесь в расчет. Почему? Потому что от котла в любом случае каким-то образом будет происходить теплоотдача. И если больше здесь ничего не существует, кроме как котельная, или может еще здесь насосная станция, этого вполне достаточно, чтобы поддерживать плюсовую температуру. Ну, в крайнем случае, может быть, поставлю небольшой какой-нибудь радиатор для того, чтобы здесь поддерживалась плюсовая температура. Вот таким вот образом. Естественно, нам нужно здесь проложить еще трубы. Из опыта, опять же, двухэтажных домов, обычно для того, чтобы их не видно было трубы, обычно их располагают под лестничным маршем. Вот таким вот образом у нас пойдет первый контур на коллекторный шкаф первого этажа. Второй этаж я бы запустил второй контур, то же самое под лестничным маршем, и вот в этом месте уже поднял бы вверх. То есть вот таким образом, если обозначить, то у нас вот здесь вот выйдет труба на второй этаж. Далее, на втором этаже, опять же, по той же самой схеме, нам где-то необходимо расположить коллекторный шкаф второго этажа, чтобы были равномерные длины. Опять же, здесь много вариантов, либо в этом же месте можно расположить, либо можно вот в этом месте, если он мешаться не будет, но не столь важно. Давайте оставим вот в этом месте. И после того, как подняли мы на второй этаж, у нас трубы этого крыла пойдут, предположим, вот таким вот образом. И здесь уже нам проще реализовать. Здесь через стенку пойдет спальня, предположим. Дальше вторая спальня. Каким-то образом у нас пойдет холл. Здесь же можно запустить отдельно на спальню еще петлю. Ну и небольшая у нас петля пойдет в ванная, может быть и через гардероб. Обратка. Вот таким образом можно раскидать петли. Вот мы, в принципе, расставили наше оборудование, которое нам необходимо. И давайте посмотрим теперь на схеме, как реализовывается именно двухэтажная система теплый пол. Итак, план развязки трубопроводов выглядит у нас вот таким образом. Что мы здесь имеем? То есть мы имеем настенный котел двухконтурный, турбированный. Имеем трубопроводы, подающие и обратные, обозначенные у нас синим цветом.
Имеем мы два коллекторных шкафа, но на схеме у меня изображены только сами гребенки коллектора. Я обозначу их как коллекторные шкафы, которые располагаются на первом и втором этаже. И здесь у нас еще вот межэтажное перекрытие. То есть это у нас будет первый этаж, и это у нас будет второй этаж. Что у нас получается? От котла идут у нас два трубопровода. Подача и обратка. Возьмем для примера, что это у нас труба 32 мм диаметром полипропиленовая. Я практически везде для разводки беру полипропиленовую трубу. 32 мм идет у нас диаметр. Естественно, запорная арматура стоит на котле. Как я уже говорил, она необходима для того, чтобы, если что-то с котлом случилось, можно было закрыть, не сливая системы, снять котел и поменять другой, либо отремонтировать этот. Обязательно я ставлю запорную арматуру на подачу и обратку в котел. После того, как идет 32-я труба, она у меня разветвляется на два крыла. То есть одно крыло идет у нас на первый этаж, и второе крыло идет у нас на второй этаж. Но для того, чтобы разделить и потоки жидкости теплоносителя равномерно, я ставлю сужающие устройства. Вот они у меня обозначены здесь. Одно и второе, и здесь. Что такое сужающее устройство? Это обычные переходники с уменьшением на трубу. То есть, если у нас здесь шла 32-я труба, то здесь у меня уже пойдет диаметр трубы, скажем, 25 миллиметров. То же самое армированная полипропиленовая труба 25 мм. То же самое после переходника идет уже у нас и на первый этаж, как на второй, так и на первый этаж. Естественно, после уменьшения диаметра я то же самое ставлю запорную арматуру. Вот они у меня обозначены, шаровые короны на обе петли. И для чего здесь я делаю то же самое? Для того, чтобы распределить равномерно потоки. Почему? Потому что на первый этаж в воде пройти будет легче, так как подъема никакого не нужно будет. Поэтому, если мы ничего здесь не поставим, у нас больше всего будет нагреваться на первом этаже. А на второй этаж в воде будет сложнее подняться. Поэтому я вот ставлю запорную арматуру и с помощью нее уже могу регулировать различные потоки. Дальше на каждом этаже, естественно, у нас стоят коллекторные шкафы с гребенками или так называемыми коллекторами. И от коллекторов идет уже петля теплого пола. Таким образом, стоял вопрос, какой коллектор выбрать. Есть простые, есть дешевые, есть дорогие. Я не могу здесь порекомендовать. Это все равно, что рекомендовать выбрать из машины «Жигули» или «Мерседес» 600. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Это первый вопрос. И второй вопрос – это то, что вы хотите добиться от теплого пола. Если вы хотите сделать подешевле и регулировать вручную, то это вот самый первый способ, который я сейчас буду рассматривать. И дальше пойдем на более дорогие вещи. В любом случае вам решать конкретно, что-то предложить, что-то посоветовать очень сложно, потому что у каждого свои различные финансовые возможности, как я уже говорил. Самый простой способ — это взять обычные коллектора с обычными шаровыми кранами, как вот у меня здесь обозначено. Опять же, для того, чтобы определить, и сколько вам выходов надо на коллекторе, вам надо сделать тепловой расчет теплых полов и определить гидравлику. То есть, сколько у вас будет петель и по сколько метров. Программа для расчета все это делает. Как работать с программой, я вам всем показывал. То есть вы рассчитываете тепловые потери каждой комнаты, рассчитываете теплый пол каждой комнаты, и программа вам автоматически выдает длину трубы, необходимой для той или иной комнаты. Вот после того, как вы рассчитали, вы определились. По длине я рассказывал, больше скольки метров нежелательно делать трубу. После того, как вы определились, сколько у вас петель есть, вы уже подбираете коллектор и сколько вам выходов для этого надо. В чем минус именно вот такой схемы, самый простой?
в том, что каждую петлю вам необходимо будет регулировать самостоятельно. После того, как вы запустили систему отопления, вы каждую петлю на прогрев регулируете шаровыми кранами, которые имеются на коллекторе. В этом минус. Как вы отрегулировали, поставили, я думаю, потом вам не понадобится уже. Стоял такой вопрос: нужен ли дополнительный циркуляционный насос для коллекторного шкафа? Давайте этот вопрос уже рассмотрим в следующих вариантах, где я буду рассматривать уже со смесительным узлом. Коллекторный шкаф со смесительным узлом. Итак, второй вариант я многим советую и сам делаю это часто. Это к той же самой схеме, которую мы рассматривали первым вариантом, я добавляю байпас. То есть делаю перемычку между подачей и обраткой и ставлю еще шаровый кран. Для чего это делается? Как известно, из-за того, что если у нас укладывается металлопластиковая труба 16 диаметром, то сопротивление всех петель очень велико. И иногда, проходя через петли, если у нас не будет байпаса, у нас очень сильно затормаживается течение теплоносителя. И может вся система стать. С помощью вот этого байпасного крана, опять же вручную, я могу распределять потоки как в теплый пол, также и в возвратку в систему отопления уже в котел, для того, чтобы движение в системе было всегда. Вот таким образом и работает байпасная система. Но опять же, я говорю, здесь свои недостатки, то что это все делается вручную. Итак, третий вариант, самый дорогой, это с использованием смесительных узлов. То есть это коллекторы уже с дополнительными смесительными узлами. Почему самый дорогой? Потому что я, в принципе, их ставил, но ставил не в частных домах, а в организациях с большими площадями. Вот. И у них и не стоял вопрос о финансовых затратах. Им надо было, чтобы все это работало в автоматическом режиме. Поэтому здесь для того, чтобы все это реализовать в автоматическом режиме, приходится ставить именно смесительные узлы. В частных домах, как обычно, люди старались сделать что-то подешевле, а так как смесительный узел иногда выходит по стоимости больше половины всего бюджета на материал, поэтому не каждый из заказчиков, конечно, хотел тратиться на такие смесительные узлы. Давайте рассмотрим, чем они отличаются, чем они хороши, эти смесительные узлы, и что мы в итоге получаем. Схема у нас та же самая, осталась без всяких изменений. Единственное, что в коллекторном шкафу у нас еще добавляются некоторые элементы. Остается та же самая гребенка, тот же самый коллектор. Коллектор, я говорю, можно выбирать, ну, если со смесительными узлами, здесь довольно-таки дорогие коллекторы, то есть обычная труба, там с резьбой, она из нержавейки, либо латунная, но у них почему-то цена как у самолета, поэтому можно выбрать смесительные узлы подешевле, можно подороже. Здесь абсолютно по функционалу они ничем не отличаются, отличаются только производителями и, естественно, ценой. Сюда добавляется дополнительно трехходовой клапан смесительный. Какую роль он играет? То есть он контролирует температуру входящую в теплый пол. И если температура начинает подниматься, то есть выше установленной, поставили вы, например, на теплый пол 50 градусов. А на котле стоит у вас, например, 80 градусов температура теплоносителя. Естественно, здесь же на входе она будет 80 градусов. Для того, чтобы эта температура не пошла в пол, ставится вот такой смесительный узел трехходовой. Каким образом он работает? Контролируя входящую температуру, если она начинает подниматься, он начинает подмешивать с обратки, то есть выходящую температуру из теплого пола, она всегда, естественно, ниже, так как теплоотдача уже произошла. Он начинает подмешивать, и здесь получается два потока. Один с подачи, другой с обратки.
перемешиваясь, он уже достигает той температуры, которая нужна, например, 50 градусов. Вот для чего нужен трехходовой клапан здесь. Почему он здесь стоит? Как помощник своего рода. В каких случаях он ставится? То есть, когда вы сделали гидравлический расчет своих теплых полов, это опять же вам помогает программа по расчету систем отопления. Есть там расчеты гидравлических систем, то есть вы посчитали все свои петли, сколько у вас приходит на коллектор, посчитали все свои местные сопротивления, а местные сопротивления создают как коллекторы, как шаровые краны на коллекторах, каждый изгиб, вот такой вот калач называется, так называемый, каждое соединение это местное сопротивление. Программа это вам все посчитает. Посчитали весь второй этаж, посчитали весь первый этаж, посчитали всю длину трубопроводов, которые есть с их диаметрами, которые вы проложили до самого котла, посчитали местное сопротивление всего котла. У вас получается какая-то сумма. Отсюда же по этой сумме и можно определить, преодолеет ли все эти сопротивления тот насос, который стоит в самом котле. Если насос, который стоит в самом котле, может преодолеть все эти сопротивления, плюс еще у него запас есть, то в принципе вот этот вот циркуляционный насос ставить не обязательно. Но если большие площадя, много петель на каждый коллектор, естественно, сопротивление может быть больше, чем насос, который стоит в самом котле. В этом случае тогда для того, чтобы система не встала, и ставится этот циркуляционный насос. Он работает чисто только на этот коллектор, то есть на какой-то определенный этаж. Он помогает быстрее двигаться по петлям и возвращаться уже отработанному теплоносителю в сам котел. Вот чисто вот только для этих вещей и ставится здесь циркуляционный вопрос. Чтобы ответить на вопрос, нужен ли дополнительный вам циркуляционный насос, еще раз повторяюсь, просчитайте все гидравлические сопротивления по всей системе. И тогда вы уже определитесь, нужен вам циркуляционный насос или нет. После расчета посмотрите, какой насос стоит в самом котле, и уже определяйтесь. Ну, я говорю, обычно такой дополнительный насос ставится, когда большие площадя. Если из практики исходить, это площадя где-то порядка 600-700 квадратных метров в 2-3 этажа. Вот, в принципе, такой вот расклад со смесительными узлами. Еще какие навороты могут быть в смесительных узлах, либо в коллекторах дорогих комплектаций. Могут стоять сходомеры. То есть на каждую петлю ставится расходомер. Для чего это делается? Опять же для того, чтобы один раз отрегулировать, и потом в автоматическом режиме она будет поддерживать ту температуру, которая вам необходима. Либо ставится расходомер, то есть это, вот опять же, если взять это коллектор, и вместо вот этих вот шаровых кранов здесь ставится расходомер, а потом уже подсоединяется петля. То есть по расходомеру вы отрегулировали поток, который необходим именно на эту петлю. Вторая петля может быть подлиннее, и расходомер тогда приоткрывается побольше. И вот таким образом, один раз отрегулировав, он постоянно тот же самый расход будет вести через каждую петлю. Плюс еще добавляют терморегуляторы, то есть вместо расходомеров, шаровых кранов ставятся термовентили с термоголовкой, и выставляется определенная температура. То есть поставили вы 40 градусов именно на эту петлю, и он только 40 градусов будет пускать на эту петлю. Вот только вот за счет вот этих вот дополнительных наворотов и существуют дорогие смесительные узлы. И в оконцовке хочу все-таки повториться, что по конкретной рекомендации коллекторов я вам не могу дать ответ. Вы сами видите, что дополнительных функций на каждом коллекторном и смесительном узле очень много. И
как вам посоветовать тот или иной коллектор, я просто не могу. Почему? Потому что я не знаю ваших конкретных условий, что вы хотите. Хотите ли вы в автоматическом режиме, чтобы все это работало. Либо вариант, который работал бы, но был бы чуть попроще и подешевле. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать в этом небольшом видеоуроке. Всем удачи и всего хорошего.